Здравствуйте, дорогие зрители канала Firebeavers, болельщики, фанаты. Перезаписываю какую-то хуйню, я сказал. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Firebeavers. Сегодня у нас будет долгожданный гайд. Погнали нахуй! Первое, что мы разберем. Сир находится в категории Recon. Или Recon, не знаю, я не англичанин. Что это значит? Что Сир сканит биконы, которые отображают противников. Очень полезная штука в игре. Нет, у меня нету. У меня есть. У тебя флотыч этот, да? У меня кар чарджа. КГ фри. Антенна 2 сквада, можно пикнуть антенну. Давай. А нет, это один сквад. Что делает пассивка у Сира? Вы нажимаете правую кнопку мыши, если она у вас на удержание, вы удерживаете, если нет, то просто нажали, не суть важно. И у вас на экране появляется кружочек. Когда вы наводитесь в сторону противника примерно, или просто вы бежите что-то сканите, допустим, противник за стеной, вы не знаете, что он там, нажимаете правую кнопку мыши, у вас начинает издаваться звук сердцебиения, и кружочек начинает менять цвет. Если противник прямо перед вами, то он просто будет загораться этим цветом. Если противник где-то справа или слева, то мы видим стрелочки, он показывает справа или слева. Все, чилим. Все, у нас топ. Улица пикает, аккуратно, Лёва. Но это не все преимущество пассивки Сира. Сейчас вам расскажу некоторые секретики. К примеру, вы очень далеко. 100 метров, к примеру, да? Скан Сира действует что-то около там 70 метров. Мы что делаем? Нажимаем пассивку даже вдаль куда-то, к примеру, вот там вот бы стоял человек, или тут. Но вот тут у нас стоят манекены. Мы нажимаем, к примеру, скан туда. Так как у нас виден противник на экране, но из-за ландшафта, из-за каких-то других проблем мы не можем его увидеть, кружочек загорится ярким цветом, но цвет не поменяет, просто загорится ярким цветом, и будут показаны маленькие стрелочки, как мы видим сейчас на экране. То есть мы видим стрелочку справа, вот она показывает нам внизу, что противники. Вот мы наводим стрелочку, понимаем, где противник по этой стрелочке. Это очень легко обуздится, то же самое в скопах. Вот у нас засветился, мы увидели, хотя вот видите, вы не видите, что снизу противник, потому что вы в скопе, да? Вы зашли в прицел. Но кружок будет все равно показывать его, несмотря на без разницы какое количество метров. Когда лучше сканить? В каких движениях? Лучше всего сканить на слайде, чтобы вы не теряли скорость. То есть сделали слайд, просканили, побежали дальше. Сделали слайд, просканили, побежали дальше. Сканилку сейчас правой кнопкой мыши слышно очень далеко. Ну, никак не очень далеко. Я думаю, метров 40 точно слышно пищание. Не нужно стоять с зажатой кнопкой вот так вот. Не зажимайте ПКМ. Просто нажали раз, просканили, побежали. Нажали, просканили, пробежали. Дальше разберем кушку. Что делает кушка? Она подсвечивает противника. То есть над противником будет вот так вот отображаться ХП, армор его, здоровье. Будет на нем светиться квадратик. Также пассивка отменяет хил и пассивка отменяет рез. То есть любые действия. Даже, допустим, у вас будет Гибралтар там или Сир какой-нибудь стоять в руках с ультой. Вы кинете эту пассивку, она накинет Silence, то есть отменит ее. Маленький Silence накинет на него, то есть он сразу же не сможет использовать... Блять, я еще и рыгнул. Он накинет маленький Silence, так что противник сразу не сможет использовать эту же способность. Дал стан справа. Просканил? Я через подхожу. Просканил! Ты один, Кирилл, пока. Пушу его. Хорошо. А он одно. Найс. Когда лучше кидать кушку? К примеру, вы дали урон издалека откуда-то. Вот, допустим, вы дали 130 урона, ваша команда, и вы побежали это пушить. Подбегаете, даете кушку, отменяете хил, подсвечиваете противника, и дальше уже от этого разыгрываете. Другая ситуация. Вы сделали то же самое, дали 130 урона, но противник нокнулся. И вы, допустим, вблизи. Как нужно отдавать пушку? Первым делом нужно посмотреть на здоровье своих тиммейтов. Если они могут сразу запушить под эту пушку. Если здоровье у тиммейтов маленькое, вы слышите звук реса и отдаете кушку не сразу. Или вы примерно знаете, что противник хилится. Вы отдаете кушку не сразу, а отдаете примерно через 1,5 секунды. То есть вот услышали звук реса, просто в голове раз, отпустили, отменили. Все, вы рез отменили, противников подсветили и пошли дальше.
дома вот отсюда еще пойдут. Смотрите, Нокнул куда тот. летят, вы не смотрите их вообще. Я смотрю все, я Слушай, кругом я, короче, это. стою лево смотрю, тут Чё, чего Вики? воевали только что. Секунду, я может, добил отмену его дам и приду. Я отмену дам и приду. Отмену Ой, бля, дал. я хуёво дал. Рассмотрим теперь ульту сировскую. Что такое сировская ульта? Это вот такой вот кругляшок, который вы кидаете. Он будет большим радиусом. В этом кругляшке будут подсвечены враги. Показываю пример. Вот вы кинули ульту. Вот, два врага. Ну просто на стрельбище не подсвечиваются, на них будут квадратики. Как враги могут задоджить вашу ульту? Они просто сядут на контрол, и они не будут подсвечиваться. Что я вам рекомендую делать, это не использует никто. К примеру, вы стоите в своей же ульте, у вас враги, не видно врагов, но вы знаете, что они там есть. И ваши тиммейты, к примеру, говорят, они невнимательны или еще что-то, там никого нету. И у вас нету времени просканить. Что нужно делать в данной ситуации? Это лайфхак, который никто не юзает, это даже не лайфхак, просто эту технику никто не юзает. Вы кинули ульту, мы смотрим, враги не подсвечиваются, но над иконкой ульты написано 2 enemies detected. То есть даже если их не подсвечивает, они сидят на контроле просто или двигаются на контроле. Всегда надпись показывает точное количество противников. У меня близко есть? Да. Крыша, никого не вижу, я ультую. Надо их файтить. Погоди. Дал смог. Если двойку туда, у нас в спине сквад, ребят, не забывайте. Это тройка, походу, это тройка. Я в ульте никого не вижу. Сколько? 0. А куда они Сейчас ушли? уже обратно. А куда они ушли? Но эта надпись действует только пока вы сами в радиусе ульты. Я вышел, непонятно ничего. Я зашел, 2 enemies detected. Как кидать правильно сир-ульту? Вот, к примеру, вы пушите сквад, у вас здесь есть препятствие какое-то. Что вы делаете? Вот так вот ульту кидать не надо. То есть вперед просто не надо, ее сломают сразу. Под себя тоже кидать не надо, ее сломают сразу. Вы находите какую-то поверхность, за которой ульту не сломают. То есть, к примеру, вот пушу я вот здесь, да? Вот как мне ульту кинуть? Вот он передо мной, допустим, передо мной какой-то бокс. Я кину либо сюда, допустим, если здесь бокс. Вот представим вот это бокс. Я кину либо сюда, либо я кину ульту в левую сторону. То есть я кину сюда, и противник будет подсвечиваться. Также не забывайте, что ульта не стоит просто на полу. Мы кинули ульту, и, видимо, она подлетела. То есть нужно брать это в расчет. Вот, ее видно, ее можно сломать отсюда. То есть сюда ее невыгодно кинуть, выгодно ее кинуть либо сюда, либо вот сюда. Их с другой- Я подпушиваю. Давай. Они стену дали. Я ультую. Бля, я плохо вижу. Они дальше. Я почти Всё. как... Нет, за стеной у меня один, Вижу. слышите? Его можно убить? Не Не вижу. вижу. Я пытался прошить, не получилось. Они Я хилюсь тоже по флангу. Бля, окей, я бэкаю тогда. Сейчас, секунду. Я По флангу сканю. хилюсь. Вот его нельзя, Лёва, никак? Пытайся. Я даю смог на тебя, Лёв, хочешь? Когда вы кидаете ульту на деф, можно кинуть ее просто под себя. Просто когда вас пушат, вы в доме кинете под себя, если нету времени, это ничего страшного. Но когда вы пушите, нужно обязательно следить за тем, куда вы кидаете свою ульту. Чтобы ее не сломали, и у вас было преимущество, чтобы вы просто так в КД не ушли. Что контрит ульту Сира? Это Horizon. Вы, к примеру, кидаете ульту, вот, к примеру, вот эта ульта, да? Horizon там кидает лифт или просто с пола и стягивает эту ульту. То есть кидает свою ульту в ульту Сира. Что это производит? Данная игра работает таким образом, что Сир ульта будет стягиваться в Horizon ульту. Когда Horizon ульта пропадет, Сир ульта начнет улетать. Ульта улетит с того места, в котором вы деретесь, и вы будете без ульты. Do they also zero? Hostage. Yeah, that's their zero. Wait, it's like flying. I hit 184 perp. I hit 184 perp. I can't do anything yet. fuck? Дальше, какие в принципе персонажи контролят Сира? Это Lifeline, потому что когда вы ресаете за Lifeline, Сир, попав сканом в ресающего персонажа, не отменит рес. То есть лайфа будет ресать с вероятностью 100%. И такой полупокерный персонаж, ну, полуконтрящий персонаж, это Каталист, но он контрит не совсем. Если против вас Каталист, которая дает стену, к примеру, Каталист дала стену, и вы вот стоите вот с этой стороны, да? Ваш скан не будет работать через стену. Ваш ПК, правая кнопка мыши не будет пассивка работать через стену. Ваша кушка не будет работать через стену, но ваша ульта будет и просвечивать через стену. Это единственное. Так что можно сказать, что Каталист в какой-то мере контролит Сира, но на самом деле нет. Если у вас есть ульта, вам вообще бояться нечего. Давайте разберем, какие персонажи хорошо играются с Сиром. В
принципе, Сир играется в любой связке. В зоновской, в пушерской. Сир можно на деф. Сир очень жесткий на деф из-за ульты своей. И на пуш точно то самое. А какая позиционка вообще у Сира? Сир ходит либо первым, либо вторым. И влетает он либо первым, либо вторым. Вы дали урон, вы пришли, отменили и сразу залетели на Сире. Прям первым номером залетели. Потому что вы кнопки свои сдали, вам уже, типа, вы уже бесполезный персонаж в файте. Вам просто залететь надо, если это close fight. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился этот гайд. Если не понравился, пишите, почему не понравился. Если понравился, напишите, почему понравился. Ну, если вам, конечно, не впадло. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока.